Здравствуйте, мужики. Хотел вам показать кое-что новенькое и еще новенькое. Во-первых, сейчас чехольчик я поменял. Хочу вот такую сделать. Такой мешочек интересный. Он мягенький для защиты ножа. Самое главное здесь прикол в чем? Это здесь армянские буквы, то есть это армянский орнамент. Видите, здесь граната, крест есть. Вот. И вот все это остальное. Ну, как это древние эти, как его, карпеты, или как называется у нас, били. Вот в таком стиле. Что, ну, на армянский акцент. Я же все-таки армянин. Вот крест, видите? Это как на церкви купол и крест. И вот это тоже буквы армянские. Видите, это буква Х, это Ч, это Э. Ну вот узорчики такие интересные. И граната. Граната, но это фрукт, я имею в виду, а не то, что взрывается. И вот буковки. Здесь внутри фетр будет, и здесь губка между фетром и вот этой. Чтобы аккуратненько вот так хранить, носить. И можно как это кошелек, если сильно захотеть. А новинка вот такой ножичек рамочный. Был такой во время Советского Союза, но там не фиксировался. Здесь, ну, грубо говоря, я немножко модифицировал этот вариант. Здесь у нас замочек вот такой, пружина из титана. Вот здесь пазики. И этот паз. Здесь. Вот, видите. И специально я делал так, что когда доходишь до сюда, нужно довести усилие рукой, потом нажать, чтобы не люфтели. Открываем. Поворачиваем. Также аналогично здесь, видите. И все, не люфтит. Такой интересный нож, как будто сэндвич. Так и назвал, сэндвич. Здесь у нас насечка, здесь у нас насечка. Вот такой. Здесь клинок, типа вот именно советского вот боя, вот складные вот перочинные ножи были, вот такой. Сделал обычный классический вариант. Ну, сейчас они не у меня ножи. Но в моем канале, в Телеграме или в Инстаграме, можно видеть, там есть типа классического тантоида и вот такой. Да, это, кстати, его карапузик, как брелок, такой маленький. Сейчас как раз его делаю. Здесь механизм работы как? С обоих сторон здесь винтики М2. Внутри заходит вот в этой шайбочке. Там внутри впрессованы шарики. Керамические шарики. И винты стачены, заполированы. И на фиксатор резьбы ставлен, чтобы именно он с двух сторон вот так затягивает к этим шарикам. Он нормально вот так ходит. Ну, это не быстрый нож, конечно. Это двухручный нож, можно сказать. Обязательно двумя руками нужно открывать. Вот так. Здесь по-любому он на подшипниках, но ход немножко тугой. Это специально так сделано, сейчас скажу. Так, здесь внизу, внутри есть место подшипника. И здесь под осевом есть подшипник. Вот здесь вот этот подшипник, где здесь одну часть, там есть подложка специальная закаленная, шайбочка вот такая под осевым винтом. И на этом титане он еще ходит именно на титане шарики. Для того, чтобы при вот этого открывания, закрывания он случайно вот на пальце мало что не сложилось. Вот так было.
Так. Что еще надо было рассказать? Да, и вот здесь тоже на фиксаторе резьбы ставлен осевые винты. Я обычно не ставлю, но здесь ставлен. Почему? Потому что когда мы открываем, поворачиваем, у нас осевой винт должен быть неподвижным. Он вокруг вот этого ося крутится, этот осевой винт фиксирован. Что-то у меня с этим, с разговорами речью что-то не то, парни, извиняюсь. Не крутится, потому что будет раскручивать. И он тоже на фиксаторе резьбы ставлен, поэтому вот как-то так. Вот такой интересный узорчик. Ворон или воронье, или как называется. Сталь здесь магнокат. Длина режущей части вот так напрямую 80 миллиметров. Здесь 25-26 миллиметров ширина. Общая длина, сейчас скажу примерно, уже не помню. 215 миллиметров, что ли. Ну вот здесь, как вот видите, для темляка вот такой сделан. Клипсы, не знаю, можно ли сделать или нет. Ну можно, в принципе, я нарисовал. Сейчас, минуточку. Так. Но он что-то мне не нравится. Вот такую клипсу можно сделать. В принципе, на 3D принтере напечатан. То есть он будет входить в вот эту часть. И с этой стороны уже винты крутятся. Ну, он будет вот так ниже. И будет примерно вот такая клипса. Может быть. Я не знаю. Пока без клипсы буду делать. Ну, здесь самое главное, я хотел вот этот новый мешочек показать. Сейчас и карапузик покажу, конечно. Вес вот именно данного вот этого ножа 133 грамма. И вот так. Зашел в мешочек. Закрыли и все. Для хранения, отправки, ношения. Такой интересный. И самое главное, что вот этот национальный акцент я могу выдавать моей родины. Вот видите, здесь винтики не укорочены. Вот такой карапузик. Сейчас разберу. Вот видите, вот здесь такая шайбочка стоит. Вот здесь один подшипник. Сейчас снимем. Вот, видите, один подшипник здесь, другой здесь. А с этой стороны вот уже из титана выфрезерована вот такая посадочка. Ну, типа как шайби. Он упирается сюда. Он по-любому не вкручивается, не трется об клинок. Он заходит сюда на свое место. И нож надежен почему? Тем, что вот видите, вот этот штифт, именно вот этот штифт, когда нож открывается, штифт упирается внутри вот этого паза. И нагрузка, основная нагрузка идет именно на вот эту часть лайнера. То есть вот здесь. Вот здесь не дает его, чтобы он раскрылся вверх. А для складывания, конечно, уже вот эта часть. Но это же не нож для охоты и так далее. Это, ну, грубо говоря, открыватель конверта, что ли. Или там хлеб порезать, вот так. Поэтому сильные нагрузки там кончиком, либо там батонить точно нельзя. В общем, вот такой, вот это маленький вариант его будет. Но этот маленький сделать сложнее, чем вот этот большой. Лучше вот такой большой сделать, чем вот маленький. Работа на маленьком намного больше
получается. В общем, вот такой ножичек. Не знаю, может быть, сделаю проект вот этого ножа. Там штук 20, наверное, можно сделать. Если желающий соберется, может быть, сделаю. Так относительно подешевле будет. Потому что сразу 20 ножей делать намного эффективнее по поводу время, затрат и работы, чем сделать несколько разных ножей. Или отдельности один нож делать. В общем, как-то так, друзья. Спасибо за внимание. До свидания.